Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что сегодня мы вместе, за то, что мы наконец-то, знаете, вот сама природа нам весна, вот это вот все шепчет, что все хорошее всегда возвращается. Степан Демура на связи прямо сейчас. Степан Геннадьевич, приветствую вас. Добрый вечер. Да, друзья, заждались. Я знаю, что много писали, а что да как, а как чего. Смотрите, все очень просто. Степан Геннадьевич развивает свой YouTube-канал. Вы этот YouTube-канал можете наблюдать в параллельном стриме, да, на его странице. Переходите, подписывайтесь. QR-код, который видите возле Степана Геннадьевича, это его Telegram-канал, где, так сказать, с перчинкой и по делу. А также, если хотите поучаствовать в нашем эфире, потому что прямой эфир это всегда, это постоянное общение с вами, то милости, как говорится, прошу. В сообществе YouTube можно спокойно оставить свой вопрос заблаговременно, в клубе зрителей Шелест заблаговременно, и чаты трансляции одного и второго канала мы подключим в конце. То есть схема стандартная, и предлагаю проголосовать у меня на канале в онлайне. Вот по какому поводу? На самом деле, я думаю, теперь можно раскрыть тайну произошедшего. Все, Мы хорошо. с Александром просто Люсю не поделили. Вот. И в результате вопрос был решен шведской семьей. Так что теперь все хорошо. Мы снова друзья. Резиновую, скажем, Люся, да, наверное, резиновую, потому что конечно. я не понимаю вашего сегодняшнего сарказма. На самом деле никто никого не делил. Время разбрасывать камни, время их собирать. Вот такую каменюку мы сегодня и поднимаем, и толкаем вам, уважаемые друзья. Значит, у кого больше козырей от войны на Ближнем Востоке? Варианты. США, Израиль, Россия, Китай, Иран, монархии залива. Вот такие, собственно, 4 варианта. Проголосуйте, в конце подведем итоги. С войны в Иране мы и начнем, потому что это прям тема, по поводу которой все говорили: где Демура, даешь Демуру. И сколько сегодня потрясающих отзывов, что мы все-таки наконец-то услышим об этих событиях, которых Демура говорил еще заранее, что подожгут Ближний Восток и будет беда. Но пока что особой беды не наблюдается. Все вроде как от поджога Ближнего Востока уже оклемались, все понимают, что будут жить в войне. Или я не прав? Во-первых, уже выиграли, вернее, Иран и Россия с Китаем. Иран, потому что он, скажем так, всем показал, как нужно избавляться от санкций. Санкции, конечно, с него снимут. И те требования, которые выставил Иран для прекращения войны, а именно снятие санкций, выплата репараций, гарантии безопасности, мира и тому подобного, они будут выполнены, потому что американцы просто некуда деваться. Они войну проиграли. Угу. Что касается Китая и России, Китай с удовольствием наблюдает, как американцы завязли в очередном конфликте. Помните, мы говорили, что одна ножка у американцев утонула в Украине, вторая на Ближнем Востоке, и вот сейчас какой-то кирзовый сапожок полетит как раз по центру. Вот полетел. Потому что американцы делали уже 2 подхода к иранцам, что давайте мы как в прошлый раз, типа выйдем из войны, тут все скажут, что они победили, на что иранцы сказали: не-не-не-не-не-не-не, так не будет. Все очень просто, договорника нет и не будет, потому что американцы во второй раз уже кинули уважаемых людей, а теперь просто американцам и еврейцам выкатят такой ценник за прекращение конфликта и сохранение хотя бы чисто формально лица американского, что им мало не покажется. Ну, это А вот эти Китай, пункты... Китай, смотрите, Китай, американцы выгребают по всему миру ПВО, убрали ПВО из Южной Кореи, сейчас чистят Японию. ПВО у них теперь не будет, наверное, на несколько лет, в принципе. Поэтому, чем больше они туда техники перебрасывают, тем больше иранцы ее уничтожают. Например, из 9 батарей ТААД у американцев сейчас осталось только 2. Одна в Америке. Я имею в виду радары. Там было 10 радаров. Все остальные уже уничтожены. Про Патриот и про ТААД говорить не будем. Там уже все обсосали даже, насколько у них залпов осталось. То есть боекомплектов уже нет практически. То есть ПВО нет. Соответственно, когда, например, эксперты
И военспецы начинают нам снова рассказывать про засыпанные входы в ракетные города, и что пусковые уничтожены. А доказательство приводит тот факт, что сейчас иранцы запускают по, ну, максимум там 40-50 ракет в день, хотя в начале войны запускали там, по-моему, 700 или 800 штук. Ну, им не нужно запускать 700-800 штук, потому что те 700-800, которые они запускали в течение 2 дней, ну, и даже 3 дней, плюс дроны, они полностью разрядили практически комплекты ПВО. Нет больше противоракет. Поэтому сейчас они спокойно запускают ракеты новых модификаций по десятка, 2-3 в день. Абсолютно большинство из них достигает целей. Ну и зачем напрягаться? Более того, Иран ставил задачу, ну и не только Иран, при посредстве Ирана ставила задача вылета американцев с Ближнего Востока. Так оно произошло, баз больше нет. На минуточку. Все, они разрушены. Вся инфраструктура уничтожена. Соответственно, монархии залива вдруг с удивлением обнаружили, что все эти обещания американцев защитить и охранить — это пустой звук. Так называемый зонтик — это пустой звук. Американцы ничего не могут сделать. Соответственно, у них возникают вопросы относительно того, вообще с кем нужно дружить и с кем нужно общаться. Так а с кем нужно дружить и с кем нужно общаться? Ну, теперь придется идти к персам и к китайцам. Просто возникает вопрос, а почему не сработал расчет Трампа о том, что он сейчас, как это всегда было, в Ираке, да, сейчас соберут какой-то кулак, натовцы подтянутся, кораблики, Нет. самолетики. А при чем здесь Ирак? А при чем здесь Ирак? Нет, ну там имеется в виду, они же коалицией Коалиция, действуют. Да. А коалиция. тут коалиция не собирается, не выходит Ну, каменный потому цветок. что, понимаете, тогда коалиция собиралась до войны, да, А, и были, скажем так, хотя бы подготовлено общественное мнение, избиратели в странах коалиции, почему будет война, там пробиркой трясли, еще чем-то. В этот раз никто ничем не тряс, а Трамп просто поставил всех перед фактом. И, наверное, где-то через несколько дней они посмотрели, что творится в Ормузском проливе, как ведут себя американцы, на какое расстояние они отогнали свои кораблики, какой урон наносится странам залива, монархиям залива, какой урон нанесли уже американским базам и израильским базам. Даже базу в Иордании накрыли, американскую. И как в том фильме подумали, а ну его. Плюс видно же, что Трамп увяз. У него и Натаньяху был поразительно гениальный план. Начать войну в субботу, закончить к открытию рынков в понедельник. Вот, на больше они не рассчитывали. Ну, как-то вот уже скоро будет 3 недели войны. Так Многие что задаются вопросом, нормально все у них. Степан Геннадьевич, многие задаются вопросом, а как теперь выходить? Ну, кроме там вообще много вопросов. Жив ли Нетаньяху? Сейчас такой вопрос самый интересный. Вот информации нет пока, Вот скажем так. жив, не появляется на заседаниях, вместо того ходит по заправкам, показывает пальцы, сколько их у него, понимаете, там, говорит, что вот, там, это я живой какому-то журналисту. Это все быстренько срисовывают искусственным интеллектом. И вот непонятно, смотрите, что получает Трамп? Удар по Европе колоссальный. Да. Удар, он говорит, на самом деле он прав. Говорит, Ормузский пролив, ну, да нам плевать на него, мы от него не получаем Нет, ничего. здесь он глубоко ошибается в силу своей, скажем так, умственной неполноценности и неполноценности его советников, потому что у американцев не проблема с нефтью, у них проблема с топливом. У них не хватает просто мощности НПЗ, потому что последний НПЗ, по-моему, вводился в строй, если не ошибаюсь, в конце 70-х, начале 80-х. А дальше шло только сокращение мощности производственных и глубокая модернизация. Из-за, скажем так, заботы об окружающей среде и защиты окружающей среды. В результате США зависят не от нефти или природного газа, а они зависят от импорта моторного топлива. Все очень просто. Поэтому, когда все страны
Индия, Китай, и, скажем, те же монархии залива, либо стран Юго-Восточной Азии закрывают импорт моторного топлива, потому что у них не хватает нефти, а, соответственно, нужного моторного топлива. А американцы очень быстро поймут, скажем так, то, что они очень в очередной раз сильно просчитались в этом деле. Поэтому проблемы у них будут адские. Ну, слушайте, у них уже дизель вырос 2 раза. Просто тупо. В Калифорнии там галлон стоит бензина $8. Проблема не с нефтью, проблема с моторным топливом. Но они скоро поймут, я думаю. Мгм. Это при том, что Трамп начал войну, ну, с пустыми практически резервами, стратегическими резервами нефти, которые в свое время опустошил Байден. Трамп клялся, божился, как всегда, что он их пополнит, но так и не пополнил. Практически они находятся на технологических минимумах. Очень интересно, Бессент сегодня говорит, как вы любите называть, милашка Бессент. Милашка Бессент. Говорит, ну, во-первых, у нас пошел аттракцион невиданной щедрости, и все плавающие российские танкеры, загруженные нефтепродуктами, ну, энергетикой, они пошли сразу в рынок. А сегодня он говорит, что это абсолютный парадокс, абсолютный. То есть утром Трамп пишет пост о том, что мы не были в курсе, что Израиль будет наносить удары по нефтеперерабатывающим По Южному парсу, да. По Южному парсу, да. То есть мы не были в курсе. И говорит, вот, и как бы обставляет все это. Чуть позже, к вечеру ближе, Бессент выходит и говорит, это просто на голову не налазит. Иранскую нефть выводят из-под санкций. У меня возникает вопрос, который возникает все годы российско-украинской войны. Все. А сейчас он у меня возник здесь. Если это война за нефть, монархии... Слушайте, белорусские банки, белорусские удобрения вывели из-под санкций. Послушайте, а что это за война такая? С Ираном и вывод иранской нефти из-под санкций. Ну, еще раз, это дебильность называется. Много мнений, я думаю, никто не верил, что Трамп слабоумный, компания у него слабоумная. Это дебильность, когда вы не можете, у вас нет варианта «Б». Еще раз, они рассчитывали серьезно на войну за 2 дня. Типа, это самое, как его, Венесуэла. Мы вот сейчас убьем Хамини, Айталу, и Иран падет. Кроме шуток. Ну, слушайте, ну, я понимаю, что люди дико необразованные, там, одна прямая извилина, в том числе у израильтян, недаром они на 48-м месте по IQ в мире. Но, ребята, у вас уже был опыт с Хамас, у вас уже был опыт с Хезболлой, который ни к чему не привел. Он привел только к тому, что, ну да, старых таких уже забронзовевших, условно говоря, лидеров вы проведили, и на смену пришли молодые и дерзкие. Их Смотрите, убивают что тоже. творит. Смотрите, что творит Так Иран, нет, ребят. Вы чё? так их убивают тоже. Смотрите, это тоже еще одна какая-то такая странность этой войны. Еще Вот это так. отчаяние, это акт отчаяния. Они не шифруются особо, понимаете. И Айтала Хамини, вот когда все это закончится, я к нему на могилу съезжу. Потому Серьезно? что и все это был величайший человек. Человек, который, в общем, участвовал в разработке доктрины, стратегии обороны страны, и который отдал свою жизнь за страну. Он мог уйти в бункер, он не пошел в бункер. Много раз говорил, что я уже наполовину парализован, я стар, и я не хочу умирать в каталке, в кресле каталки. Я хочу, как настоящий человек, патриот, умереть за страну. Ну и умер. Он не пошел, он их просчитал, как в свое время Хамас просчитал израильтян их реакцию. Подождите, а дети, внучка? Ну, Ну, это только усилило эффект. так а почему он их в бункер не отправил? Такой великий стратег и благородно павший аятолла. Это усилило только эффект. Слушайте. Там люди очень такие, знаете ли, мотивированные, мягко выражаясь. Ну, и в результате ему на смену вот сейчас убрали Лариджани. Ну, скажем так, ему приписывают очень много того, чем занимается и занимался другой человек, который жив, здоров и в бункере. Поэтому на смену им пришли еще раз молодые, дерзкие. Поэтому, как мы видим, у Ирана никаких сейчас стопов нет. Война идет на выживание, и ни Израиль, ни США к этой войне
в принципе не были готовы. Они получили то, что они получили. То, что говорилось, американцы вылетают с Ближнего Востока, а Израиль, если повезет, останется в качестве гетто в границах 1967 года. Об Израиле Всё. отдельно давайте пройдемся. Смотрите, вы неоднократно говорили, когда мы анализировали ситуацию и взрывоопасность Ближнего Востока, что условно Израиль накроют и, в общем, жилого места не останется. Сегодня Мгм. э, я готовил этот заголовок к нашему с вами эфиру. Насралла прилетела в Хайфу. Хизбалла придумали ракету, назвали ее Насралла, ну, в честь убитого Израилем лидера, и Мгм. ударили в Хайфу по, скажем так, нефтеобъекту. Да. То есть, смотрите, это же просто какой-то ну, лютый ад, который скрывают. Плюс много в соцсетях я вижу вот этих жителей Израиля или там, ну, по большей части с Америки, да, жители Израиля в Америке, которые говорят, вы все врете, ничего не долетает, все Мгм. сбивается, ущерба нет. Мгм. Реально оценить ущерб Израиля от этих, сколько, 18-19, ну вот этих дней, да, как можно? По каким параметрам? Ну, во-первых, Иран взялся за Израиль совсем недавно, да. Если вы проанализируете боевые действия Ирана, то изначально был нанесен удар по абсолютно всем, были уничтожены абсолютно все радарные установки, особенно X-диапазонные от системы ТААД. И дело не в том, что они там стоят по больше, чем миллиард долларов каждая. Дело в том, что их очень долго производить, и у американцев сейчас нет просто редкоземельных металлов на их производство. Китайцы постарались. Поэтому практически вот вся та система раннего обнаружения, которая была создана вокруг Ирана, которая позволяла, скажем, Израилю получать предупреждение о ракетной опасности где-то за 10-15 минут, условно говоря, она была уничтожена. И несмотря на цензуру, у меня просто есть несколько знакомых в Тель-Авиве, они мне присылают ролики прилетов, особенно ночных, красочных зрелищ. Так вот, даже они говорят, что теперь иногда сирены просто не работают. Максимум, что мы видим, это 2-3 минуты предупреждения. Но самое показательное не это. Самое показательное это вот сравнивать ролики прилетов. Ну, в ночное время это очень хорошо видно, потому что днем там непонятно, что летит. А если раньше, скажем, шло там несколько иранских ракет, ну, десяток, может быть, да, боеголовок или ракет, и с земли, наверное, ну, 30-40 патриотов запускались. Ну, не только патриотов, там у них еще РО-1, РО-2, то, ну, там, скажем, процентов 80, наверное, уничтожалось. То сейчас спокойно летят иранские ракеты, пролетят чуть быстрее, потому что другие новые модификации пошли. И взлетает, может быть, 2-3, может быть, 4 залпа патриотов. Все. Ну и практически абсолютное большинство боеголовок спокойно поражает свои цели. То есть, еще раз, ПВО больше нет, потому что там, вот, я шутил, что железный купол – это дырявая кипа. Но это не совсем корректно, потому что железный купол, он проектировался и рассчитан на борьбу, скажем так, с реактивными снарядами. Да, что-то вроде РСЗО. Все. Для всего остального он просто не рассчитан. Но так как сравнение, да, дырявая кипа. Теперь она еще пустая. Просто боекомплекта больше нет. Скажем так, урон, ну, при тотальном, скажем так, блокауте новостей и тотальной цензуре, ну, урон только вот можно смотреть по китайским спутниковым снимкам, да и по иранским тоже, у них сейчас 3 спутника на орбите. Ну, очень сильно опять пострадали. Добивают они базы военные, аэродромы. В Ну, сегодня F-35 Тель-Авиве, сообщили, что сбили. В Тель-Авиве на несколько кварталов стерты с лица земли просто. Газы туда пришла, да и сами израильтяне иногда пишут, что к нам пришла газа в гости. И тут надо понимать одну простую вещь. Это разница, скажем так, в стратегической глубине Ирана и Израиля. У Израиля нет слова совсем. Почему? Ну, элементарная вещь. Порядка, наверное, 5 или 6% водоснабжения Ирана зависит от опреснителей.
порядка 90% водоснабжения, может быть, чуть меньше. В Израиле зависит от опреснителей. На минуточку. Если вы возьмете Тель-Авив и Хайфу, то там, если не ошибаюсь, живет порядка 5 или 5,5 миллионов человек. То есть, большая часть населения Израиля. То есть, вы практически сносите эти города, Израиль больше нет. В Иране самый крупный город Тегеран, ну, пожалуй, единственный крупный. И в Тегеране с окрестностями, как говорится, метрополитен area, если не ошибаюсь, порядка 13 или 14 миллионов человек. Все остальное население 93 миллиона, оно рассредоточено по маленьким и небольшим городам. То есть, поэтому, ну и, разумеется, посмотреть на территорию. Там Израиль – это просто какой-то пиксель на карте, а Иран – это нечто с размером с Европу. Ну, и окружен горами, да. Да, поэтому, соответственно, совершенно разные, скажем так, весовые категории. И вот тот нефтеперерабатывающий завод, который сегодня поразили, ну, он ответственен за порядка более чем 60% нефтепереработки в Израиле. Поэтому очень легко можно оставить всех Израиль без электричества, опреснения. И все. Электричество, черт с ним, энергетика, это ладно, это вторично. А вот без воды, ну, 2-3 дня и все. Это при том, что израильтяне окружены несколькими десятками миллионов, скажем так, арабов, которых они убивали и унижали там последние 70 лет. Веселая картинка складывается. А, Проблемы с топливом отражаются и на Японии. Сегодня японка, премьер-министр у Трампа, да, он там отвечал на вопросы, куражился. И ему задан был вопрос абсолютно понятный журналистам, причем это такой уровень, знаете, ну, говорит, вот вы сказали, что война закончилась и вы победили. Ну, то есть, несколько раз это повторил Трамп. Потом обижался, что никто не хочет разблокировать пролив. В общем... Да, вот иранцы себя очень некрасиво повели. Некрасиво. Я победила. Да, Некрасиво. Да. И он говорит... Очень подлые оказались, очень подлые. Журналистка спрашивает, говорит, слушайте, говорит, вы же победили. А зачем вам 200 миллиардов? Хексет заявил, что 200 миллиардов просит на иранскую операцию... На продолжение. На продолжение войны 200 Да. миллиардов. Выделите, пожалуйста. А он отвечает, говорит, так, ну, мир нестабилен, время такое. Там не только Иран, многие другие, там сейчас надо готовиться. Поэтому, в общем, ну, ловят Трампа за язык на раз. Многие сейчас анализируют и сопоставляют факты, да, вот, а что будет предпринимать Иран? У меня один вопрос. Вот эти прилеты по Азербайджану, 3 ракеты в сторону Турции, и даже сообщают, как о спецоперациях Моссад на начальном этапе поражения объектов на странах залива, монархиях залива. Это вот такая, ну, нечистая игра израильтян. Она приносит эти плоды? Нет. И, собственно, смотрите, тут же какой расчет был? Чтобы максимально всех втянуть и, в общем, задушить Иран всеми силами навалиться. Но никто не навалится. Ну, план был несколько, на самом деле, иной. Ну, провокации на начальном этапе против монархии залива действительно, скорее всего, были. Возможно, даже поскольку в Азербайджане есть израильская база, и Азербайджан, скажем так, давно лег под израильтян, большому недовольству товарища Эрдогана. Провокации были, но помните, там Азербайджан, Алиев там что-то стал чем-то трясти, войска границы направил, еще что-то. Так заглохло все, видите. Ну, потом он развернулся на 180 градусов и послал гуманитарную помощь. Ну, я думаю, ему султанчик популярно объяснил расстановку сил. И что совсем не в интересах, например, Турции, чтобы Иран пал и распался на части, как Сирия или Ливия. Это тот сценарий, который мы приготовили израильтяне. Потому что конституции для курдов, этих азербайджанцев северных и Белуджи они уже написали. То есть задача, какая замысел-то был, что сначала, значит, мы устраиваем волнение, беспредел, максимальная кровь и тому подобное. Но иранцы с помощью, в том числе и российских систем подавления Старлинка с этим справились. В результате израильтяне
потеряли часть своей сети, которую это второй мощный удар был по сети. Но они приобрели огромный опыт, а именно они увидели, как ИКСИР и Басидж, это полиция, внутренние силы, реагируют на беспорядки. Соответственно, где приблизительно командный центр, как принимаются решения, где принимаются решения. И, по всей видимости, расчет был на удары как раз по силам Басидж, которые вот контролируют все внутри страны, полиция, скажем так, военизированная своего рода. И, соответственно, должны были начаться Протесты, да? восстания в Курдистане, Белуджистане. И, соответственно, наверное, Алиеву, как раньше, пообещали там кусочек Ирана, который населен азербайджанцами, если он влезет в войну и с севера. Но война пошла таким образом, что, во-первых, после убийства Хамини, ну, это был, я в своем телеграме написал сразу, ребята, они дебилы. Просто конченые дебилы. Так оно и оказалось. Народ объединился вокруг флага. Аятолла Систани, верховный лидер шиитов, объявил джихад. Белуджи на это посмотрели и сказали, присягнули новому, ну, не новому режиму, а новому Аятолле. Азербайджанцы с севера Ирана смотрят на самом деле на территорию Азербайджана как, скажем так, на иранские территории. Считают азербайджанцев, которые живут в Азербайджане, ну, что-то вроде унтерменш. Курды за несколько, по-моему, недель до начала операции собрались, объединились, что у нас великая цель, независимый Курдистан, еще там пятое, десятое. Ну, во-первых, там чуть севернее товарищ Эрдоган, которому это как кость в горле. Во-вторых, у них был вот буквально месяц назад прекрасный опыт в Сирии, как американцы их в очередной раз кинули. Ну и после объявления джихада шииты и вооруженные шиитские формирования в Ираке, они ребятам очень так прозрачно намекнули, что, ребят, мы вас всех нахрен вырежем. А где сейчас... Хотя израильтяне бомбили, они начали обстреливать ракетами, уничтожать там Да, Степан Геннадьевич. граничные заставы. Курды посмотрели, поерзали, сказали, не, ребят, без нас. Ну, там какая была мотивация? Они говорят, мы не верим Америке. Ну, слушайте, это чисто формальная мотивация. А им Эрдоган объяснил, что мы... А самое страшное, это то, что иракские шииты сказали, ну, нормально, мы вас вырежем. Вообще тупо вырежем, вот и все. Ну да, И те подумали, иракские ну, его нафиг. шииты, они близко, да. Их много, и они очень хорошо вооружены. Это же они в основном уничтожают сейчас американские базы и зеленую зону в Ираке. У них джихад, им можно. Степан Геннадьевич, я, если честно, был в шоке. Вот если мы так идем по хронологии, по этих всех событий, втягивания, да, попыток втягивания. Когда Трамп предложил Эрдогану убить Хаминеи, младшего, ну, то есть нового аятоллу. Причем сделал это публично в соцсетях, мол, говорит, ты крутой мужик, а где твои ракеты, давай вместе. Да, так они же еще, по-моему, опять 10 миллионов долларов повесили на головы. А где сейчас новый аятолла? Он был ранен, его никто не видел. Потом Я не знаю. пустили слух, честно, что он в Москве лечится. не знаю. А потом не даже знаю. сказали, что и Нетаньяху там лечится, тоже ранен. Нет, в Германии должен Натаньяху лечиться, согласно слухам. Если не совсем понятно, где он лечится, в реанимации или в морге. Ну, мне такую информацию не доносят. Скажут, что тебе не надо знать. Миша, знаешь, как ты спишь. Я думаю, что ему кранты, потому что братанчик его ликвидировали. Насколько я знаю, ликвидировали 3 очень важных и очень упоротых раввинов. По-моему, Бен-Гвира, от него избавились. Там иранцы нормально поработали, потому что... Я думаю, что все закончится... Вот я на семинарах тоже говорил, ребят, закончится тем, что просто, словно говоря, серьезные дяди сделают так, что Натаньяху будет какое-то время находиться в каком-то бункере, сольют координаты иранцам, и они его просто кончат. Я думаю, так и произошло. Потому что он мешает очень многим. Очень. У меня... Или мешал, не знаю. Это прям отдельная тема. Я понимаю, что она тоже обширная, но давайте как бы немножко
Емче по одной простой причине, потому что еще есть вопрос, еще нужно по Украине пройтись и сюда мостик бросить на Европу, на Украину, на 90 А миллиардов. чё? И Трамп обещает с эмбарго вести на экспорт нефти. Привет, европейцы. Вот. Очень важная подтема – это израильское лобби и восстание определенных кругов, которые вчера еще, ну, как, например, Кент, были руководителями контртеррористической организации, а сейчас у Такера Карлсона рассказывает о том, что, в принципе, Кёрка и убили, потому что Нетаньяху. И помните, он там еще оправдывался, говорит, мы ни при чем, мы ни при чем. 2 раза сразу, когда его никто не спрашивал, да? А Кент в интервью говорит, что, товарищи, смотрите, мы, первое, знали, что так будет, мы этому противодействовали. Второе, тоже очень важное, расследование заглохло. Женушке дали какую-то должность, она там плакала на панихиде, помните? Там очень непростая женушка. Судя по всему, там женушка из института еврейских жен, так называемого. Там очень непростая девочка, мягко выражаясь. Вот, Трамп устроил из похорон Да. митинг-концерт. То есть, изначально все как-то шло не так. Ну, как-то вот неправильно, как не по-христиански, как у нас говорят, понимаете? Что сейчас произойдет с израильским лобби? И правда ли, что вот то, о чем мы с вами постоянно говорили, и все крутили пальцами у виска, говорили, Димура сумасшедший, что он такое говорит, а Израиль, оказывается, взял под внешнее управление США. Ну, еще раз, это далеко не так и совсем не так, потому что начнем с того, что в Америке есть 2 израильских лобби. Одно лобби – это условно ашкеназы. Для них идея Израиля – это такого садика, а-ля Европейский Союз, вот такое вот что-то. По большому счету, они основывали Израиль, хотя там террористы были все, да и остались, в общем. Но суть в том, что им принадлежала, вернее, экономика Израиля, и они контролировали армию, до сих пор частично контролируют, Верховный суд и полицию. Поскольку в Израиле нет конституции, то многие вещи решает Верховный суд. В том числе он может отменять решение правительства. Поэтому, когда власть захватил Нетаньяху и вот эти вот правые ортодоксы, такие шизоидного типа, помешанные на апокалипсисе и приходе Машиаха и страшном суде перед этим, да, страшными испытаниями. Через страшные испытания должен пройти еврейский народ. Ой, Бог, да, прости, Господи. Вот. Эти ребята, у них своя повесточка. И они, конечно, хотят отжать все на свете. У них свое видение развития Израиля как такого абсолютно ортодоксально упоротого государства. Ну, вот эти, как их называют, не переселенцы, они их называют люди, евреи с гор, эти переселенцы, которые упоротые такие ребята. Поселенцы, да, там, да. Ну, да. Поэтому идет такая вот борьба. Суд Нетаньяху затеял реформу судебной системы. Это все оттуда идет. Соответственно, в Америке тоже есть 2 лобби. Есть сионисты, которые сконцентрированы вокруг Нетаньяху и поддержки вот именно этого праворадикального сионистского проекта. И есть, значит, условные ашкеназы. А это мизрахи. Ашкеназы контролируют демократическую партию, поэтому демократы все больше и больше открывают рты на политику Израиля, на Трампа. Вы удивитесь, но когда были протесты на кампусах студентов, по-моему, год назад или 2 года назад там, против геноцидов палестинцев, их организовывали группы, компании, которые близки к Соросу, Ford Foundation и семье Прицкеров. Такие, ну, говорящие, скажем так, по крайней мере, 2 фамилии. Но самое страшное, что геноцид показывали 24/7. И, скажем так, за 3 года произошло радикальное изменение
мнение электората об Израиле. То есть там, грубо говоря, произошло изменение поддержки Палестины на 60%, соответственно, падение поддержки Израиля на 60%. То есть Израиль стал политически токсичным. Так а чего туда А поперся Трамп тогда? вот, дослушайте. Да. Все вот эти сказки, что там Израиль кого-то контролирует, значит, еще раз, план Клинбрейк 91 года, Хадсон институт, сделанный под Нетаньяху, не Аконы. Также известный Шеннон Массом как Greater Israel, Большой Израиль. Соответственно, Нетаньяху позволяют делать то, что он делает, потому что он работает по этому плану. А Неоконы уже в Штатах у власти, наверное, лет 30. Сменяются лица в овальном кабинете, имперская политика не изменяется. Вот и все. Если бы Трамп пытался что-то делать не то, что, условно говоря, требует Нетаньяху, то те же неоконы очень быстро бы свернули мышей. Поэтому Нетаньяху это просто, знаете, на него можно все списать. Как Байден или как вот Трамп, на него можно все списать. На него таки, я думаю, все и спишут. Не более чем. Это исключительно имперская политика. То есть в Британии пошла цель контроль логистический Ближнего Востока, цель контроль нефти. И цель это, скажем так, ну, резкое обрезание инициативы Китая по, скажем так, сухопутным транспортным коридорам, поскольку американцы до сих пор еще пытаются контролировать пролив Малакка, где проходят основные транспортные коридоры в Китае. Вот все. Поэтому, как я говорил, и еще раз, Израиль создавался как ЧВК, как колониальная администрация на Ближнем Востоке сначала Ротшильдами, потом американцы перехватили управление, условно говоря. Поэтому это ЧВК и американская, не Аконовская. Поэтому не надо путать, говорить, что Израиль, ну, разумеется, еврейцы, они любят, как Эпштейн говорит, что он правит миром, да, но они тоже любят говорить, что они правят Америкой. Америкой правят ВПК и не Аконы. А это Нетаньяху, это просто такой, знаете, шнырек талантливый в этом смысле. Мгм. То есть вы, так же, как я могу сделать вывод, отметаете версию, что держат за тестикулы Держит. Нет, еще Эпштейна. одно другому не противоречит. Просто Трамп, Трамп, он соответствует моменту в истории империи. Вот когда империя рушится, там обычно императоры, ну, мягко выражаясь, с головой не дружат. А этот еще не дружит вообще ни с чем. Ни с моралями, ничего. Он социопат. Ну, орбитофронтальный синдром. Ничего не сделаешь. С детства-то. Мгм. То есть компромат Эпштейна есть, и он фигурирует в этом Я вопросе. думаю, что он, конечно, есть, но поскольку, скажем так, это опубликовали, и это абсолютно ни к чему не пристало, это не та карта. А та карта, я думаю, это то, что ФБР вот из архивов, скажем так, Эпштейна опубликованных следует, ФБР пришло к выводу, что хабарники контролируют семью Трампа через Джареда Кушнера. Вот и все. Отсюда вот эти вот все, помните, были прогнозы какого-то Днепропетровского РАВа о том, что война закончится к 15 января. Очень уважаемые люди сказали, ну, он из той же секты хабарников, что и Кушнер. Мгм. Поэтому понятно, откуда была инфа. Степан Геннадьевич, есть мнение, что чем дольше будет продолжаться война в Иране, в каком-либо виде, ну, а я так понимаю, там другого вида нет, надо просто, чтобы Израиль сказал, мы капитулируем, ой, Иран сказал, мы капитулируем, все, вы победили. И такие гордые американцы скажут, мы победили, Израиль и мы, и мы, и мы. Ну, то есть, вот такой сценарий. Но там пока не выгорает. Есть репарации, Нет, есть, и не выгорит. И есть не выгорит. восстановление, есть все эти вещи. Но чем дольше это происходит, тем тяжелее Украине. Зеленский, сейчас там пишут, ну, опять-таки, это инсайд, это непроверенная информация, написали вроде как о том, что 200 человек отправил защищать шейхов на Ближнем Востоке, ПВОшников. Кто-то пишет, что 500 человек, кто-то говорит, Сырскому поставили задачу, ну, выдать, так сказать, группы, потому что это принципиально важно для Зеленского. Как эта война, вот точнее как, и продолжительность этой войны повлияет на ситуацию в Украине? Приблизит, отдалит, Ну, скажем окончание. так, вот
На мой взгляд, начало войны, вообще как бы война, которая сейчас началась, она опять помешала кремлевским капитулировать. Большому. Так, а Ну, вот теперь слушайте, еще раз. интересно. План Дмитриева Витков иначе как капитуляции не назовешь. Даже если если возьмете этот план и сравните его с Истамбульскими соглашениями, потом посмотрите в окно на то, какая ситуация была с армией, с экономикой в России тогда и сейчас, вы так почешете себе репу и скажете: слушайте, а эти планы точно местами никто не перепутал по хронологии? Наверное, перепутали. Не дали. Трамп типа занят. Что касается поддержки Украины, ну, американцы вышли из финансовой поддержки. А с военной поддержкой, я думаю, тоже можно об этом забыть. Ну как, сухопутная часть будет поставляться, конечно, но они будут закупаться на деньги Европы. Якобы 90 миллиардов выделили, но вот снова сегодня венгры со словаками все это тормознули. А я думаю, что скоро окажется, что просто у Европы нет денег от слова совсем с такими ценами на энергоносители. А у Украины тоже нет денег. Вот и все. Вы Все, что можно согласны... сказать по этому поводу. Подождите, вы согласны с утверждением, что даже если денег не будет, то воевать все равно продолжат? Какое-то время, да. Но без денег воевать очень, очень тяжело. Не так тяжело, как без электроэнергии, но все равно тяжело. Чем вы будете платить, чем вы будете что оплачивать? Но тут сразу возникает куча вопросов, что по этому поводу думает, скажем, семья Ротшильдов, которые в основном сидят в американских облигациях, и чьи крупные банки европейские, скажем, гарантировали займы Украине перед Международным валютным фондом и тому подобное. Поэтому тут много нюансов, но если так вот с высоты птичьего полета посмотреть, ну, тяжелее будет получать деньги от европейцев. О системах ПВО можно забыть от слова совсем. Ну, не то, что Патриот какая-то крутая система, но, тем не менее, хоть какая-то была с таким радиусом действия. Ну, и, конечно, мудрое решение посылать дронщиков на Ближний Восток, оно просто... Я поэтому говорю, что Зеленский – это полезнейший из идиотов. Когда каждая сотня дронщиков опытных на вес золота в стране и на фронте посылать, как вы говорите, несколько сотен на Ближний Восток, ну-ну, А зачем королю Карлу планшет от не знаю. Зеленского, где видно, как летают, сбивают дроны, Не где знаю, можно ну, увидеть, как чуть ли там не каждого российского солдата убивают? Ну, ладно там Зеленский, ладно там это ноу-хау технологии, но Карлу это нахрена? не знаю, может, у него какие-то свои счеты с русскими солдатами. Семейка такая уже на уровне вырождения, на грани вырождения, поэтому черт его знает. Достаточно на принца Эндрю его братика посмотреть. И все сразу станет понятно. А, Как тогда, вот сегодня Зеленский заявил о том, что украинские там Буданов, Арахамия, в общем, Кислица отправились в Майами. Как тогда, на ваш взгляд, будет развиваться переговорный процесс? Потому что Лавров до этого сказал пару дней назад, что будем добиваться всего на земле. Песков говорит пауза. В общем, но тоже как-то интересно пишут о переговорах России и Украины. То есть трехсторонняя встреча на паузе, но все постоянно контактируют и созваниваются. О чем? Ну, понятно, там Витков, Кушнер и еще этого прицепом затащили. Какой-то Грюнбаум или еще кто-то такой молодой тоже кабанчик. И Дмитриев, ну, понятно, они там о бабках говорят. Еще как схематоз какой крутить. А в остальном какой переговорный процесс? Ну, не знаю, военные не участвуют, разведка не участвует. Нет, ну они же Дипломаты, участвовали до, дипломаты, причем очень плотно. дипломаты, дипломаты не участвуют. Смотрите, МИД России, он отстранен от переговоров. МИД США вообще ни сном, ни духом. Поэтому, знаете, вот особенно принимаю внимание специфические, скажем так, репутацию этих переговорщиков с той стороны, ну и Дмитриева, кстати, тоже.
Особенно их успехи по переговорам с Ираном, по мирному плану в Газе. Как-то все это с таким душком анкораджи, что прям духа. Поэтому, ну, пусть там что-то встречаются, тратят бюджетные деньги на здоровье. Ни о чем это все, по большому счету. Просто ни о чем. Зеленский заявил, что он сорвал наступление Российской Федерации. Мартовское, которое в марте должно начаться. А что-то было, да? Не, ну по погоде как бы еще пока рановато, наверное, все Да. ожидают чуть попозже, но он уже сорвал. И Ну, его говорит, нет, что... значит, сорвал. Все правильно, да. Да, и он говорит Логично. о том, что будем как бы сами будем наступать, пытаться защищаться, в общем, все очень и очень воинственно. Параллельно с этим ну, замолчали, да, вот эти, скажем так, поползновения, ну, на какое-то время в сторону Беларуси. Там тоже американцы сегодня в гостях. Лукашенко так и сказал, что вы воюете с моими друзьями, американцы, отстаньте. Иран, Россия и все такое. Как вы думаете, сюрпризы на фронте будут этой весенне-летней кампании, или ее просто не начнут, свернут, по-тихому как-то замнут, а дальше там какое-то прекращение боевых действий. Да, и потом выпускают шупероидов, которые за 2 месяца всем объясняют, что все цели СВО достигнуты. Да, все цели СВО достигнуты. В Не Украине, исключаю, не исключаю такого варианта от слова В совсем. Украине меняют Зеленского на какого-нибудь Залужного, ну, образно, да? Или, например, Зеленский Да, берет... и года через 2, через 3 война начинается снова. Почему вы так думаете? Ну, потому что Украина – это ЧВК западная, да. Откуда такие в начале 2025 года усилия были со стороны американцев, ну, надо спасать ЧВК. ЧВК была близка, ну, до сих пор близка к разгрому. Нет ЧВК, нет мощнейшего рычага влияния на Россию в попытках хоть как-то, скажем так, исправить тот провал внешней политики, который американцы устроили, толкнув Россию в объятия Китая. Соответственно, если сейчас что-то остановится, то у России, то у Украины останется огромная армия, выход к Черному морю, территории и тому подобное, энергетика, все на свете. Соответственно, опять будут накачивать ВСУ мясом, техникой, чтобы через 2-3 года повторить попытку. И все. В этом вся суть существования Украины. Это западная ЧВК против России. Вот и все. Поэтому сейчас не добить сейчас, то все это начнется через несколько лет снова. Но с другой стороны, давайте же тоже включим калькулятор. Народу поредело. Война закончится, или там, как вы говорите, приостановится, да, на вот этих условиях. Люди все равно потребуют и откроют границы. Зеленского поменяют. Ну, то есть... А на кого? На Залужного. Тоже еще один отец народа, патриот. Ну, подождите, ну, допустим, Навезут Залужный. мигрантов, они будут служить в ВСУ. Всё. Слушайте, ребята придумывают способ, к сожалению. Поэтому это путь, это тупиковая ветвь. Ну, как у кремлевских всегда получается. Вот, сделать так, чтобы их надули в очередной раз. Хорошо, какое тогда Ну, решение смотрите, вопроса? элементарный пример, да, вот чтобы вы понимали, что я там не ерничаю, либо не пустословлю, либо злословлю и не распространяю, как это сейчас у нас называется, порочащую информацию. Вот смотрите, ситуация с энергетикой недавняя, да? Наконец-то стали конкретно, душевно, правильно выносить энергетику. Даже там, по-моему, 2 или 3 подстанции на 750 киловольт вынесли. Киев без света. Даже ударили по одной там из подстанций в одном из энергомостов с Западом, по-моему, с Венгрией. Убедились, что, скажем так, квалификации персонала украинского достаточно и износ оборудования не критичен на атомных станциях, чтобы резко снижать мощность реакторов. Ну, скажем так, делать холодную остановку – это несколько другой процесс, но тем не менее.
Все, ребята, тушим свет. Нет, что вы? В Киеве снова запускают метро. Вот как это называется? Если вы ведете войну, причем это при том, что Путин в Пекине во время вечерней пресс-конференции, у него был выход к журналистам, на весь мир сказал, что после того, как началась война, западные партнеры ему с улыбочкой сказали: ну что, теперь ты или мы? То есть, в принципе, ему дали понять, что война будет идти за существование, если не страны, то путинского режима. Вот у меня просто эти вещи как в голове не укладываются. По сей день там какая-то другая логика, очень странная. А сейчас, вот, например, снова будем наверняка европейцам с радостью гнать и газ, и нефть. Во все дыры будем засовывать это. Хотя элементарно можно было закончить войну, сказав: ребят, вот условия капитуляции Украины. Вы их подписываете, получаете нефть и газ. Нет, ну, извините. Идите в Катар. Ой, у них завод долбанули. Ну, извините. Элементарно же. Называется шах и мат. Ну, почему по такому пути не идут тогда? Ну, стойте, тут же Э, тоже такой момент. Одно дело, когда ты разрушаешь все, ты там планируешь еще, что-то планируешь, а другое дело, то это выжженное поле. Соответственно, дух Анкориджа, возможно, еще не выветрился, и о чем-то таки с Трампом договорились. Во-первых, вопрос, был ли он, если слушать, скажем так, Лаврова, то он давно умер. Если слушать Пескова и Дмитриева, то он вообще жив еще. И еще как. В Майами летим снова. Тут, знаете, это вот, Как это, как мальчик говорится, кто... водочки принеси, да? Да, 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 да. Домой летим в Майами. Смех сквозь слезы это называется. Поэтому я на все это смотрю, знаете, так, с точки зрения стороннего наблюдателя. Так, да, ребята, красавцы. А, кстати, их очень характерная черта. После того, как Иран умудрился таки продержаться там 2 недели, как нам говорили, ведь если вы... ну, наверное, вы не отслеживаете это все. Мне выпуск любопытно отслеживал. Когда была первая война, 6 месяцев назад, то вот все патриотическое блогерское сообщество, особенно там всякие военспецы, блогеры-миллионники, им как будто всем спустили один темник. Все, Ирану хана, все там, все города завалены, эти ракетные. Все, хана, все. Экономика убьет, они всех убьют. Иран проиграл. В этот раз все тоже начиналось все точно так же. Сейчас некоторые блогеры-миллионники, ну, именно патриотической тематики, они даже делают обзор иранской войны каждый день. Но самое страшное не это. Иран ведь вот показал, руководство Ирана показал, что значит война на выживание страны. У них есть стратегия, у них есть тактика, у них есть ресурсы. Они делают все, ну, там, я не знаю, на 10 из 5. То есть, вот они просто переигрывают противника. У них все альтернативное, понимаете? Там, у них все асимметрично. У них асимметричный ВВС, у них асимметричный ВМФ. У них все асимметрично. Никто с этим ничего сделать не может. Но он показал, скажем, даже патриотической общественности, что достаточно иметь весьма, скажем так, ограниченные ресурсы, но политическую, что ли, желание победить и волю показал настолько сильно, что сейчас вот темничек спустили, судя по всему, потому что периодически даже ко мне в телегу заходят какие-то мутные персонажи, я их называю шпироидами, и начинают говорить о том, что если там сделаешь замечание, ну вот посмотрите, как иранцы себя ведут и как кремлевские себя ведут. Даже электричество вырубить не могут. А вы хотите, чтобы у вас тоже бомбили школы? И так вот очень четко установочка проходит. То есть, по всей видимости, в Кремле пропагандисты начинают понимать, что как-то уж совсем они блекло выглядят на фоне Ирана. И начинают эту темку раскручивать. Поэтому я не знаю, честно говоря, какая из башен, как там говорят у нас, в Кремле перевесит.
условно говоря, военно-патриотическая, либо вот такая компрадорская, капиталистическая, которая готова там опять продать страну за грош. Посмотрим. Степан Посмотрим. Геннадьевич, давайте тогда попробуем, ну, плюс-минус разложить рациональный выход из ситуации. Из ситуации, я имею в виду, по Украине. А я, да, слушай, социальный выход, я вам давно сказал. Нет, ну вот Ребят, смотрите, вот пункты. договорничок, да? Договорничок. Все, договорились. Может, даже там О заставили, чем? О заставили чем? Зеленского выйти из Донбасса, в Да при общем. чем тут Зеленский? При чем тут Донбасс? Ну, слушайте, ну о Не, чем вы? смотрите, Это, договорились, все, война закончилась. Вы серьезно верите, что там больше дальше будет кто-то воевать? Да не, да, ну, будет. ну кто? Ну, Будет. бангладешцы. Так на кого нужно завезут? Да слушайте, у вас там бандеровцев до мамы. А они только войной живут. Снова погонят, как скот. Думаете, границы откроют? Нет. Наоборот, всех украинцев всего мира будут выдавливать обратно в Украину. Нормально. Слушайте, чтобы создавать проблемы, если так подумать, нужно 200-300 тысяч хорошо обученных солдат и хорошо вооруженных. Все, что нужно. Может быть, 400, да, вот что вообще. Что там за 3 года 400 тысяч не наберут и их не натренируют, причем страна будет явно в такой экономической положении бедственном, что при хорошей зарплате, которую будут платить постоянно в армии, это будет считаться за великую часть и счастье служить в ВСУ. Ну, это поэтому Зеленский требует, что поставили численность. Поэтому, да, 800 тысяч. Поэтому пол-лимона, ну, имеется в виду строевых частей, да, за 3 года натренировать, перевооружить, обучить, сладить. За это время в России снова начнется процесс, скажем так, разложения накопленного опыта. Поэтому, Красиво вы сказали. Разложение накопленного опыта. А, ну, слушайте, а куда пойдут дронщики? Вот куда пойдут дронщики? Куда пойдет даже тот же этот самый центр Рубикон? Куда? ну, свадьбы Где у снимать с них? дроном. Где у них будут такие доходы? Ну, часть, может быть, пойдет наемниками в Африку, в любые другие страны. Ребята, инженеры, которые разрабатывали все эти системы управления дронами, где они окажутся? Они окажутся в Западной Европе, в США. С большой долей вероятности. Потому что, ну, когда на 4-й год войны у вас связь в войсках на Старлинке и Телеграме, после 4 лет войны, а потом выходит какая-то большая шишка молодая с такими вот звездами, говорит, что только отдельные части использовали Телеграм для того, чтобы ввести, или Старлинг, чтобы ввести в заблуждение врага. Алло, на борже, ребята, вы что, не понимаете, куда вы вляпались? Тут, ну, слов нет, понимаете, там, ну, у меня слов нет. Степан Геннадьевич, как вы думаете, закончится вот эта эпопея с запретом Телеграма, которая несется до конца этого Ничем. месяца? Я думаю, что максимальные усилия уже были предприняты, и они окончились как в первый раз. Печально для блокировщиков. А что за вот вообще, откуда эта идея, что надо заблокировать там? Я могу только, понимаете, ну, элементарно вот. Телеграм – это вредоносная штуковина, да? А теперь выясняется, что, оказывается, в войсках Телеграм оставляют, будет даже специальный VPN, чтобы они могли пользоваться Телеграм и держать связь по Телеграм. Вот настолько она вредоносная, да? Я думаю, что здесь, возможно, какие-то шкурные интересы людей, которые разрабатывали Макс и внедряли его. Вполне возможно, потому что если вы посмотрите, ну, за внутреннюю политику ВВП в основном отвечает тот самый, как его. Ой, не Израиль, это его девичья фамилия. Ну, Кириенко. 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 Его сын возглавляет ВК. ВК дозволили на ну,
зарабатывать макс. Значит, если вы перезакрываете все мессенджеры под любыми предлогами, да, естественно, будете надеяться, что весь контингент перетечет в ваш один скрепный кошерный мессенджер, соответственно, будете рубить бабло. Причем за время руководства компании Кириенко, ну, показатели и стоимость акций и выручка, там даже уже даже о прибыли давно не говорят. Там одни убытки многомиллиардные. Вырастет. Логично, логично. Ну, пока что не особо, да. Кто является одним из акционеров? Ну, братья Ковальчук. Поэтому вполне возможно такая вот теория заговора у меня сразу в голове возникает, что все это делается для того, чтобы уничтожить конкуренцию, создать вот этот мессенджер Макс. Ну, плюс там, разумеется, еще чекисты постарались, как у нас товарищ майор. Можно просто в телефон с Максом, если вы забыли, что вам жена сказала купить в магазине, просто попросить товарища майора напомнить. Ну, вот такие вот у нас шутки ходят, да? Я, честно говоря, не понимаю одного. Вот неужели в администрации президента не понимают, что в данной ситуации и геополитической и внутренней вот так вот что-то запрещать и вталкивать в горло, а это вызывает, извините, отторжение, недовольство очень сильно у наиболее активных ширнормасс, части ширнормасс. Соответственно, вот сегодня такой, или вчера, когда это было, я не знаю, только сегодня прочитал в «Ведомостях», очень симптоматичный звоночек, по-моему, был, когда депутата, запамятовал фамилию, как всегда, который особо родил за все ограничения в интернета и против Телеграма и за Макс. Швинцов, по-моему, Швинцов как-то. Его ЛДПР выгнали. Свинцов, ну, который Да, рассказывал Свинцов, про да. эти, И про про который, да, про терминаторов, терминаторы, да. ВСУ Его, значит, терминаторы. его выгнали из ЛДПР. Возможно, потому что эта тема стала настолько токсичной, что ребята получили команду как-то отстраняться от темы. Может, сами что-то почувствовали. Не знаю, но настолько все топорно, на мой взгляд, было сделано с точки зрения пиар и пропаганды, что, ну, мам, не горюй. То есть вы Честно. считаете, что как бы это будет еще долгая музыка, и никто ничего не заблокирует, и, ну, в общем, не получится, Ну, вот насколько отползут? я понимаю, я просто у продвинутых, скажем так, пользователей, юзеров и разработчиков интересовался. Вот то, что тот беспредел с интернетом и связью, который творится в Москве с марта, начала марта, ну, он был вызван тем, что, во-первых, вступил в силу закон, позволяющий ЧК все отключать, операторы не несут никакой ответственности, бла-бла-бла. Но это все было связано с этими белыми списками, еще с чем-то. И, грубо говоря, по телеге прилетело по касательной. Потому что если они смогли ее заблокировать в первый раз, я не думаю, что сейчас они смогут заблокировать. А с белыми списками вообще такие приколы. Сбербанка там нет якобы. Ну, его не было там неделю назад. Потому что он не установил какое-то специальное оборудование, сертифицированное ФСБ. Зато там есть британские банки. Ну, понятно, да, для кого белые списки? Для конкретных пацанов. То есть, смотришь на такие вещи и думаешь, мама родная, ребят, вообще А, что мы шеи перестали ловить. да, у нас некоторые так призадумались и связывают вот эти все поползновения с разного рода ограничениями Telegram. Ну, даже некоторые там военные эксперты в Украине говорят о том, что это потому, что Россия готовит какую-то... Ну, короче, два варианта. Или Россия готовит какую-то страшную внутреннюю мобилизацию, чтобы пойти навалиться всем весом на Украину и всех победить, Нет, всех нет, поработить. нет, нет, Версия нет. Нужды в вторая. этом нет. Версия вторая. Раз и закончить войну, и никто не пикает, никто в Нет. Телеграме не прочитаешь ничего, Ну, как слушай, бы, и, в общем, все под сразу видно, контролем. что народ на несколько позиций ниже по IQ, чем Израиль, который на 48-й позиции. Я думаю, что значительно все прозаичнее. Они посмотрели на попытки смены режима в Иране. Мгм. И лишний раз убедились, что отключение интернета – это один из самых действенных способов подавления любых волнений.
Ну, если вы еще при этом можете вычислять положение и сигналы тарелок Старлинка, приемников. Это как раз наша была система, это они научились, судя по всему. Соответственно, если вы кладете интернет, вы кладете всю экономику в России. Поэтому было принято мудрое решение. Давайте мы сделаем, как в Китае, мудрый интернет внутри страны, который можно отключить полностью от внешнего интернета. И белые списки, скажем так, списки жизнеобеспечения будут работать. Смотрели, наверное, на Китай. Но в Китае проблема в том, что... Вернее, у Китая проблемы нет. У него всего несколько точек входа от трафика в страну. В России, насколько я помню, информация у меня пятилетней, наверное, давности, ну, их там несколько сотен. Ну, вот так вот у них вот получилось, да, все как всегда. Но я думаю, что задумка-то была это, на самом деле, тестировать системы. Да, друзья, значит, подведем итоги нашего опроса. У кого больше козырей от войны на Ближнем Востоке? 2% монархии залива, 15 США и Израиль, 21 Иран и 62 Россия и Китай. Вот такие у нас, собственно. Ну, смотрите, козырей могут быть карты там, как и нападение, так и отразить какие-то вещи. Тем более сейчас... Нет, ну, смотрите, ну вот империя, гегемон, самый мощный ВВС, самый мощный флот, вообще там самая мощная экономика, все должны дрожать и бояться. Не могут Армузский пролив открыть. Так у них они подкрыли. У них просто прачка на Джеральд Форде загорелась, кровати погорели, да, матросам спать не на до что. этого гальюны забились, да. Ребята, а чего у вас тогда как его, Линкольн кругами к Антарктиде приближается? Понимаете, это на самом деле не смешно, потому что у американцев осталось на ходу 3 авианесущие группировки. Значит, у одной вечная проблема. Вторую, судя по всему, немножко иранцы такие коцнули. Третья непонятно где, непонятно что делает. Всего 3. Формально там 11. А теперь посмотрим на заправщики. Да? Там флот дозаправщиков, если не ошибаюсь, у них за 30 самолетов. Летать могут 14 или 15, что-то такое. Сколько иранцы уже уничтожили? 5 на базе. И 2 столкнулись в воздухе над Ираком. То есть 7,5, 50% флота они уничтожили. Я не говорю об ракетах ПВО, Патриот, я не говорю о ракетах Аэджис, которых они тоже хорошо поизрасходовали. Я не говорю о том, что они остались без военных баз на Ближнем Востоке. Ну, помимо потерь там на несколько триллионов долларов, на самом деле, это еще потеря Бахрейна большая. Потому что эта замечательная система Аэджис, она не может перезаряжаться в море. Нужны специальные установки, они должны делать в порту. Раньше они могли это сделать в Бахрейне. Теперь ближайшая точка – это Диего Гарсия. А туда где-то 3 суток хода в одну сторону. Вот и все. И как будем воевать? Дозаправщики. Ну, без них, как минимум, интенсивность атак сократится в 2 раза. Да? Конечно, больше, но, условно говоря, 2 раза. Военные базы, аэродромы на Ближнем Востоке использовать они больше не могут. Израильтяне тоже сейчас накроют все их базы, уже начали накрывать. Откуда летать будем? Орлы. Ну, хорошо, остались нюки у Израиля. Но у меня создается такое впечатление, знаете, такое стойкое, какое-то непонятное впечатление, что товарищ уже наследил в Иране. Поэтому могут быть приятные сюрпризы. Да, и, конечно, тут еще товарищ. Друзья, переходим к вашим вопросам. Значит, режим Блиц. Начнем с вопросов, которые оставили в клубе зрителей Шелеста в телеграм-канале «Закрытое сообщество». Переходите, подписывайтесь. И спасибо за поддержку. Таким образом, да, поддерживайте канал. Спасибо большое за то, что пользуетесь суперчатами, суперстикерами, QR-кодами. Вы большие молодцы. QR-код, который возле Степана Геннадьевича, его телеграм-канал. Интересуйтесь,
заходите также курсами, лекциями Степана Геннадьевича, да, на специальной платформе. Милости просим. Значит, поехали. Общаемся со зрителями. Анна пишет в клубе зрителей. Степан Геннадьевич, рады вас видеть вновь у Шелеста. Скажите, пожалуйста, если бы вы были советником Трампа, как посоветовали отползти от Ирана, не теряя лица, сохраняя шанс на победу республиканцев на президентских выборах? Про выборы в Конгресс я уже молчу. Я бы ему предложил сыграть в польскую рулетку. Поясните. Русская рулетка – это когда в барабане 1 из 7 заряжен, а польская, когда все 7. Что это невозможно сделать. Это несовместимые требования и понятия на данный момент. Алекс спрашивает вопрос к Степану Геннадьевичу. Почему уже почти месяц 20% мировой добычи нефти и газа перекрыли, а S&P не то что на 20, даже на 10% не скорректировался? Хороший вопрос. Я думаю, ну, во-первых, очень много ликвидности. Агрегат М2 растет, мировой, все нормально, пока растет. Нет пока что никаких проблем на рынке репо американском, это центральный рынок ликвидности. Только они начинаются, вот начал сыпаться так называемый частный кредит, причем конкретно начал сыпаться. Поэтому, а что падать-то? Война завтра закончится. Вы что, можете представить, чтобы сила военно-воздушной мощи США и Израиля не стерли Иран с лица земли там за неделю? Не можете. Тем более президент всегда говорит, что, ну, слушайте, завтра мы уже победили, завтра будет еще больше победы, вы устанете от победы, будете молить, чтобы я прекратил побеждать. Но нам придется побеждать. Так, друзья, всем большое спасибо. Я заглянул в сообщество YouTube. Все очень рады возвращению эфирам. Возвращаемся по четвергам вечером. В общем, как бы заново привыкайте, дорогие друзья, на канале Степана Геннадьевича, на канале Александр Шелест. Милости просим, как говорится, присоединяйтесь. И действительно очень много добрых слов, пожеланий, и спасибо вам за них, потому что я всегда отмечаю, вы когда вот это вот пишете, ну, всякую гадость, да, это одно, но когда вы пишете что-то хорошее, как бы что-то хорошее у вас такая открывается. редкость, спасибо, да. Нет, правда, это прямо аж глаз останавливается на этом, и так-то тепло становится на душе, поэтому пишите хорошее, пожалуйста, это очень важно. Главное, думайте хорошо, и у вас все у вас будет самих хорошо. Да, значит, поехали к вопросам, поэтому не буду перечислять ваши комментарии, их очень много. Давайте поехали по вопросам. Режим Блиц, сообщество YouTube. Сергей, здравствуйте. Хватит ли дури у Трампа напасть еще на Кубу? Там старая гвардия способна усмирить аппетит Трампа в случае вторжения? Или все закончится бомбодипломатией? А я еще от себя добавлю диском-бомбулятором. И Парфенюгеном. Вы знаете, на самом деле, Куба, черт его знает, такая маленькая страна с такими с огромными проблемами, да, я имею в виду, из-за не карантина, а блокады. Ну, вот сейчас якобы туда, не якобы, а идет танкер, один российский, второй шел, потом развернулся, сейчас снова идет. Посмотрим, что американцы будут с этим делать. Но вот Куба как раз вот та страна, которую я думаю, что американцы с легкостью могли бы просто сравнять с лицом земли. Очень-очень компактная маленькая страна, незначительная часть населения, маленькое население, но они в последнее время вот там, знаете, вот были, скажем так, великие умы в Америке, геополитики, типа, они ушли, и после них ничего не осталось. Потому что, ну, конкретный пример. Очень долго, да, там тот же Трамп, даже тот же Байден, до начала войны там где-то, и всегда очень четко разделяли между несчастным русским народом и кровавым кремлевским режимом. Угу. Потом раз всех под одну гребенку консолидации русских. Ну, это вызывает только одно желание, ребят. Башкой вас всех об стену. С Кубой они могут, если у них хватит ума, конечно, все вещества, они могут этого не делать, в том смысле, что продолжать разделять и всячески помогать несчастному народу под кровавым коммунистическим диктатом.
тогда это может сработать. А когда вы, например, начинаете в Иране как с убийства 170 школьниц, ну, как-то и бомбежки всего подряд, вообще, в том числе и мирника. Как-то даже народ, который, может быть, и сильно недолюбливает Айталу и режим, ну, вот я знаю точно, так они многие подумали, что, ну, это вот эти люди нам несут свободу, ну, их нафиг. Посмотрим, потому что, ну, реально, вот Куба, ну, если так посмотреть, какое сопротивление они могут оказать? Ну, Никакого. смотрите, ну, тут же какие силы и средства будут применены. Ну, и помочь-то особо Слушайте, некому. вам уже, по-моему, вот и выступление Трампа, и выступление того же Нарко Марко на Мюнхенской конференции показали, что, ребята, мы империя, мы хотим, что делаем. Делаем, что хотим. Мгм. Вы либо с нами пожинаете плоды новой колонизации, а не ну, по факту канализации, колонизации. Либо, как говорится, вы не с нами, а потому мы к вам будем относиться как к колонии. Так, следующий Поэтому у них вопрос. не заржавеет. Значит, сейчас все чаще звучат предположения, что жахнут дядьки с пейсами по мечети на Храмовой горе, чтобы расчистить место под третий храм сейчас или оставят до следующей эскалации. Какое мнение у Димуры? Во-первых, следующей эскалации уже не будет, в Израиле не будет. А во-вторых, ну хорошо, ну жахнут они, ну снесут. Проблема-то не в этом. Проблема в том, что американские и канадские селекционеры до сих пор не смогли вывести красных коровок. Вот. Они должны быть, без них никак. Владимир спрашивает: здравствуйте, подскажите, вам не кажется, что ситуация с Ираном и США — это идеальная ситуация для Великобритании получить свой контроль нефтеносный макрорегион? То, мне кажется, Зачем? с их умением подковерных игр у них это успешно получится. Выгонят США с Израилем, станут править там, или, может, это Через договорняк? кого? Через кого они станут Через править? Алло. шейхов. Через шейхов. Да, которые сейчас, пардон, стоят раком перед иранцами, да. А кто у персов в друзьях? Китайцы основные друзья персов. Китайцев с бритами свои счеты. Так что я не знаю, где вообще вот как такие мысли могут приходить в голову. Ой. Алексей, как вы считаете, может ли быть вариант с ракетной атакой Ирана по Украине? Может ли российская власть Может. попросить разок вдарить по верхушке киевской власти? Или Иран будет через прокси действовать какими-то партизанскими действиями? Зачем у Ирана есть крылатые ракеты с радиусом действия, которые покрывают всю Украину? И Иран уже сказал, что Украина теперь является законной военной целью. Официально заявил. Так что и иранцы, еще раз, они, по-моему, показали всему миру, как надо воевать. Поэтому, в отличие от кремлевских, у них, скажем, не заржавеет. Ну, а Кремль скажет: мы, видите, мы как А мы же ни воевали. при чем. Мы же ни при чем. Мы Вообще. Мы как ничего не знаем. воевали, как так и воевали. Это вот... Вот. А вообще мы с ни при чем, потому что, во-первых, у иранцев система стоит Бейду, а не GPS. И, во-вторых, у них стоит система китайская Link-17. Вообще не при делах. Все вопросы к китайцам. Мгм. Так, добрый вечер. Так, с возвращением в мир клоунов и хаоса. Владислав пишет: в Россию, ну, вас поздравляет, да? Значит, Степан Геннадьевич, в России существуют спецсчета типа С, где заблокированы совокупные активы нерезидентов, акции, облигации, наличка. По разным оценкам, общая сумма там 15 триллионов рублей. Сейчас активно обсуждают пакет 90 миллиардов евро ЕС для Украины. Судя по всему, планируют со временем гасить за счет доходов замороженных активов РФ. Если Россия пойдет на зеркальные меры и найдет способ полностью превратить эти 15 триллионов в живые, в кавычках, рубли, не ударит ли потом по России дикая инфляция от такого вброса массы денег? Или есть механизм, который позволит постепенно и безопасно скачивать эти деньги для латания дыр в бюджете? Это же напрямую влияет на продолжение конфликта. Спасибо. Ой, честно говоря, никогда не смотрел на это с этой точки зрения, потому что я в основном смотрел на то, что какие заявления делались относительно активов западных компаний в России. И где-то, по-моему, с полгода назад, может быть, чуть меньше. Значит, вдруг я был приятно поражен. Наше правительство сделало заявление, что, ребята, знаете,
Мы это все конфискуем. Если вы конфискуете наши не только замороженные ЗВР, это отдельный вопрос. А вот наши активы, мы тоже конфискуем ваши активы. По самым скромным подсчетам, их, по-моему, на 400 или 450 миллиардов долларов. Ну, не И слабо. тут, и тут европейцы сели на попку. Потому что ну, они думали, что только они этим могут заниматься. А все остальные должны думать о будущем, что как же потом они будут жить в свободном мире, цивилизованном. А с этой точки зрения, ну, 15 триллионов. Ну, слушайте, у нас, как нам говорят, только на депозитах у населения, по-моему, сколько там триллионов? Столько же, если не больше. Я сейчас говорю, цифру даже не помню. И все пугают тем, что все это выльется в инфляцию. Поэтому не думаю, что это сыграет какую-то роль. Вот сейчас вот курс рубля переставится хорошо, вот это будет реальная инфляция. Все остальное это в Ну, я так будущем понимаю, переставится в сторону ослабление. ослабления, да. Да. Ну, относительно доллара там, да. Да. Так, Это при том, что нефть растет. Фантастические игры на рынке. так да, так это же парадокс. Наоборот, сейчас рубль должен Не быть... парадокс. Нет, не парадокс. Нет, это благодаря действиям нашего мудрого Минфина и ЦБ они создают парадоксы. Так, Они ныряем, живут в кроличьейноре, она глубока. ныряем в чаты трансляции. Чат трансляции Александр Шелест. Поехали. Давид спрашивает, долгосрок Россия будет с США против Китая? И письмо «Север против Юга» Суркова имеет силу? Нет, нет. Почему? Ну, потому что центр экономики и центр силы уходит от империи. Все. С этим ничего не сделать. Весь вопрос в том, опять, как она будет угасать. Но нет еще ни одного примера в истории, чтобы империи такого масштаба, скажем так, уходили медленно. Они уходят с большим таким бабах! Несколько лет и нет. Ну, вот как Советский Союз распадался. Если Мгм. кому-нибудь там в середине 80-х сказали бы, что, слушайте, в 91 году Советского Союза не станет, покрутили вот так вот пальцем у виска. Так и здесь. Так, значит, вот такой вопрос от пользователя. Привет. Почему Китай не предоставляет спутниковые снимки России? Как кто это там сказал? Откуда такая информация, что не предоставляет? Ирану предоставляет, а нам нет, что ли? Конечно, предоставляет. Мгм. А, Понимаете, с одной стороны, все эксперты чешут репу, удивляются, почему-то в последние 2 года точность ударов резко выросла, а потом задают такие вопросы, Китай не предоставляет. Посмотрите, были ли, скажем так, существенные запуски орбитальных, серьезных орбитальных спутников в России за это время? И вы получите ответ на свой вопрос. Китай предоставляет. А у Вопрос. нас спутниковая группировка, по большому счету, импортозаместилась. Вот так вот правильно говорить. Импорта заместилось, да. Вопрос. Кто сейчас страхует танкеры, идущие в Китай? Спасибо за эфир. Не знаю, но вот теневой флот российские страховые компании страхуют. Так, вопрос. Степан Геннадьевич, понимаю, что вам очень сложно, ну, точнее, вы не очень любите обсуждать мадам Брошкину, но тем не менее, экономика задыхается в России, возможно, что завтра ЦБ оставит ставку или еще хуже, повысит. Спасибо. Владислав. Ну, ставка уже значения не имеет. Я думаю, что просто накопленный эффект от такой стоимости денег, а я напомню, она практически 10 плюс, он уже начинает играть свою роль, причем существенную роль. Поэтому даже если она завтра снизит ставку до нуля, кроме как всплеска какого-то потребительского кредитования, возможно, даже корпоративного кредитования короткого, кроме этого ничего не будет. Потому что начали разрушаться по цепочке поставок, цепочки производственной цепочки, малый и средний бизнес. Ну, я просто вот знаю многих людей, которые занимались и малым, и средним бизнесом, и это уже у кого-то второй раз, у кого-то третий раз, когда их вот так вот
кидают, грубо говоря. Они больше не будут этим заниматься, не хотят этим заниматься. Мгм. Кому везли 9 килограммов золота, Наталья интересуется. Это Не знаю, скорее, я не я знаю. очень хотел с вами этот цирк обсудить, вот это с этими Я деньгами. думаю, я, честно говоря, даже не вникал, но я думаю, что там, поскольку Украина такая большая прачечная Запада, я думаю, что там очень такие важные фигурки замешаны из европолитики тоже. То есть не только Зеленскому. Да нет, нет. Он так, знаете, шнырек, который берет свой процент. Енотик, они лапки так моют, 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 и что-то прилипает. А, Так, значит, как вы думаете, НАТО еще хочет воевать с Россией? Спасибо. В планах, да, 29-й или 30-й год нападения России нужно европейцам затягивать пояса, отказываться от соцобеспечения, которое у них есть, иначе придет кровавый антихрист, который уже капает кровь, там, льется, и всех сожрет. Мгм. Вопрос от Сергея. Может ли Россия заглушить спутниковую группировку Илона Маска? Но иранцы заглушили с помощью нашей аппаратуры и подавили все протесты. Те протесты кончились через 2 дня. Они не только глушили, они еще выявляли тарелки и посылали туда группы захвата. Очень хорошо всех почикали. Ой, Андрей, конечно, поражает вопросом. Я так радуюсь. Значит, Степан, благодатный огонь в Израиле сойдет или кино не будет? Какой ваш прогноз? Это огонь Зиппо. Он сходит всегда. Чтобы не обвинять меня в богохульстве, как любят делать некоторые манагеры ООО РПЦ МП, предлагаю вам в YouTube найти ролик. Это ролик государственного грузинского телевидения, по-моему, лет 10 уже. Или нет, не грузинского, сейчас, э, армянского, прошу прощения, по-моему, армянского, да. Где священник армянский, который служит в Иерусалиме как раз перед Пасхой, там такой, знаете, восторженный разговор идет, а потом ведущий его спрашивает, а вот расскажите нам о таинстве снисхождения благодатного огня. Ну, значит, этот священник спокойно так начинает рассказывать, что когда два патриарха приходят, значит, заходят за гроб Господний, за эту там перегородочку, что угодно. Там уже, значит, горит огонь, они зажигают эти лампадки, объявляется, что снизошел благодатный огонь, бла-бла-бла. Потом он посмотрел на ведущую, у него так вот глаза округляются. Он говорит, но, чудо иногда случается. Вот все, что вы должны знать. Также можете найти в исторических записях официальных, что как-то римский император наехал на христианскую церковь в Иерусалиме. Сказали, что вы тут народ дурите своим огнем, еще чем-то, вообще заканчивайте это дело. На что ему первосвященник, ну, условно говоря, ответили, слышь, братан, народ едет, налоги платит, что тебе надо? Он говорит, ну, в общем, да, правильно. Так, Так вот я отношусь. ну, Зиппо. понятно. Значит, вообще, конечно, интересно, там, как пройдет чемпионат мира по футболу, как благодатный огонь будут зажигать, как вообще, ну да, на фоне этих событий. Не, ну, иранцы, я думаю, там скажут, ребята, вот этот вот район в Иерусалиме, он, значит, по нему стрелять не будем. А КВО у них очень маленькое, там меньше 10 метров, поэтому они спокойно могут обстрелять все вокруг, а вот оставить там квадратный километр нетронутым. Степан, скажите, золото упало до 5К, нефть будет по 200 за бочку. Каковы ваши мысли по этому поводу? Спасибо, Александр, всем добра. У меня прекрасная мысль. Что Все будет будет с хорошо. рынками? Разнесет их к черту в этом году на мелкие кусочки. Банковские каникулы могут быть в этом году. Так, нырнем в чат трансляции Степана. Что ответит Димура на вопрос? Может ли Димура ошибаться в своих прогнозах? Конечно. Я не бог, я только учусь.
А, Так. Ой, как много тут всякого разного там пишут, всякого такого. С Димурой не соскучишься, это действительно, э, это правда. А, Хихоньки да хахоньки все. Хихоньки, хахоньки, какие кварталы в Тель-Авиве снесены, что ты несешь? Возмущается у вас. Да, жертв нет, все нормально, Биби живой, его брат живой, конечно, да. И базы целые. Ну. Так, зачем атаковать Турцию, там кроме долгов ничего нет? Ну, да, слушай, да вот таких идиотов можно даже не читать. Что-нибудь такое интересненькое. Ага. Значит, кто сбил F-15, F-35? Опять Friendly Fire? Как... Ну, якобы из зенитки, как нам сказала CNN. Типа пулевые отверстия. Мне просто интересно, ладно, чувак дотянул до баз на Ближнем Востоке. Там уже пролетел или нет? Китайцы все передают в режиме реального времени. Как вам кажется, строительство в России остановится, спрашивает пользователь? Ну, не все, конечно. Но сейчас вот секвестр бюджета, да, 10% будет. То есть, грубо говоря, такой единственный, можно сказать, активный платежеспособный спрос. Ну, еще, наверное, сейчас за счет падения рубля спрос как-то, может быть, подрастет со стороны экспортеров. Вот его снизить на 10%. Если посмотрите, что не подлежит секвестру, это, разумеется, социалка, но все-таки выбрано у нас это святое. Расходы на оборону, расходы на силовиков – это тоже святое. Ну, там остается процентов 30, наверное, в бюджете расходов, все эти нацпроекты. Вот нацпроекты почикают. Ну, сейчас вот я знаю, что во многих регионах бюджеты на медицину уже пустые. Поэтому, ну, скажем так, индустриальное строительство, я думаю, пострадает, жилое тоже. Слишком много настроили, а где покупать спрос? Откуда ему взяться? Ставки высокие, доходы падают в реальном выражении. Но что? Там скоро банки будут все эти ипотечные квартиры и складские помещения просто тупо выбрасывать на рынок. Так, вот такой вопрос. Степан Геннадьевич, вы верующий? Смотря в кого. Ну, в принципе, да. Угу. Значит, что будет с Польшей в 26-м году? Какой ваш прогноз? Наталья Ничего. интересуется. Ничего. Ну, то есть, там не будет войны, там ядерное Не оружие, там будет. же такие прям Не. вещи, там перекрывают бесполетную Ну, зону, делают. поляки не прибалты, у них с мозгами так более-менее все нормально. И потом, понимаете, одно дело, там, скажем, попробовать на крепость 5-й пункт НАТО на Прибалтах, а другое дело на Польшу. Кого выберете? Разумеется, Прибалтов. Может ли юань стать мировой валютой? Ну, это вот на удивление было официально заявлено товарищем Си, а именно, что да, китайская экономика первая экономика в мире, что правда, с точки зрения производственных мощностей и производственной инфраструктуры. Но чтобы, как он сказал, доминировать, нужно сделать юань резервной валютой, мировой резервной валютой. Поэтому это уже официально заявлено. Вопрос Степану. А когда Ватикан будет разруливать конфликт на Ближнем Востоке? Ой, не скоро, слушайте, их индульгенции только растут, растут, растут. И потом пиндосы их кинули. Ну, слушайте, у них их надо хорошо проучить, чтобы вообще даже больше никогда не задумывались об этом. При одной только мысли начиналась медвежья болезнь. Ну и на самом деле Израиль очень сильно достал Ватикан своим беспределом. Поэтому это все на несколько месяцев, я думаю. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что присоединились к нашему совместному стриму. Подписывайтесь на канал Степана Геннадьевича, подписывайтесь на мой канал, там, где смотрите это видео. Обязательно поставьте лайк, потому что, знаете как, без лайка и жизнь вот не такая. Без лайки. Без лайка жизнь как без лайки. Без Да. лайка, понимаете? Степан Геннадьевич, благодарю за время и мысли. Спасибо, что пригласили.
Друзья, увидимся через неделю в такой же компании, поэтому набирайтесь вопросов и давайте общаться. Ждем ваши комментарии. Добра и света. Увидимся. Удачи вам.